Мы привыкли видеть природу красивой и спокойной, но иногда она показывает свое другое лицо, жуткое и пугающее. Огненные вихри, смертельные волны и грозы, похожие на конец света. Это явления напоминают, что стихия всегда сильнее человека. Нажми палец вверх, это очень помогает каналу. Приятного просмотра. Представь себе обычный смерч, но полностью состоящий из пламени. Огненные торнадо образуются тогда, когда сильный ветер подхватывает языки пламени от лесных пожаров и закручивает их в огненный вихрь. Такие явления могут достигать высоты нескольких десятков метров и двигаться с огромной скоростью, уничтожая все на своем пути. Огненный торнадо способен перепрыгивать через реки и дороги, превращая лесные пожары в настоящую катастрофу. Ученые до сих пор считают их крайне редкими и малоизученными, ведь поймать такое явление на камеру удается далеко не всегда. Но те немногие кадры, что есть, выглядят так, будто перед нами открылся портал в другой мир. Шаровые молнии – одно из самых загадочных природных явлений. Это огненные шары, которые могут появляться во время грозы и существовать несколько секунд или даже минут. Они свободно перемещаются по воздуху, иногда влетают в дома и проходят сквозь окна и двери. Есть свидетельство, что шаровые молнии способны взрываться, оставляя ожоги и разрушения. До сих пор ученые не пришли к единому мнению, что именно вызывает их появление. Одни считают, что это плазма, другие – химическая реакция в атмосфере. Но факт остается фактом. Люди по всему миру продолжают встречаться с этими странными шарами, которые выглядят так, будто сами небеса решили поиграть с огнем. Океан хранит в себе множество опасностей, и одна из самых страшных – волны-убийцы. Это гигантские волны могут достигать высоты в 20, а иногда и 30 метров. Появляются они внезапно, даже при спокойной погоде, и не оставляют кораблям ни единого шанса. В прошлом моряки рассказывали истории о чудовищных волнах, но им мало кто верил, считая, что это морские байки. Однако в 20 веке ученые с помощью спутников подтвердили существование этих монстров в океане. Волна-убийца может возникнуть в любой точке моря и буквально поглотить корабль за считанные секунды. Именно поэтому для моряков она остается одним из самых страшных кошмаров. Обычная гроза сама по себе может навести страх, но представь себе молнии, сверкающие в гигантских облаках пепла. Это явление называется огненной грозой, и возникает оно во время извержения вулканов. Когда вулкан выбрасывает в атмосферу огромное количество пепла и газа, внутри этого облака начинают происходить электрические разряды. В результате небо озаряется десятками молний, которые освещают черные клубы дыма и лаву. Картина настолько жуткая и одновременно завораживающая, что многие очевидцы описывают ее как апокалипсис наяву. Такие грозы можно наблюдать рядом с действующими вулканами, и они доказывают, насколько мощна и непредсказуема природа. Цунами обычно ассоциируется с водой, но в некоторых регионах мира можно увидеть еще более странное явление – ледяное цунами. Оно возникает, когда сильный ветер или колебания уровня воды сдвигают огромные массы льда, и они начинают двигаться к берегу. Этот поток медленно, но неумолимо накатывает на дома, дороги, деревья, разрушая все, что встречается на пути. Ледяные цунами могут достигать высоты нескольких метров и весить сотни тонн. В отличие от обычных волн, они двигаются относительно медленно, но именно это делает их более жуткими. У человека есть время осознать надвигающуюся катастрофу, но остановить ее невозможно. Смерчи из пыли, или так называемые пылевые дьяволы, встречаются чаще, чем многие думают. Это небольшие, но очень быстрые вихри, которые поднимают в воздух песок, землю и мусор. Обычно они возникают в жарких и сухих местах, например в пустынях. Несмотря на то, что такие смерчи не обладают разрушительной силой настоящего торнадо, выглядят они жутко. Представь, как на горизонте появляется движущийся столб пыли, который закручивается в спираль и несется прямо к тебе. В древности многие народы считали их воплощением злых духов, а сегодня они остаются напоминанием о том, что даже самое сухое и безобидное место может преподнести страшный сюрприз. На первый взгляд вулканические озера выглядят красиво. Голубая гладь воды в кратере древнего вулкана. Но за этой красотой скрывается смертельная опасность. Дело в том, что многие такие озера наполнены ядовитыми газами, углекислым газом или серой. При определенных условиях эти газы могут резко высвободиться и обрушиться на ближайшие деревни. Самый известный случай произошел в Камеруне в 1986 году, когда озеро Ньюс выбросило облако углекислого газа. В результате погибло более 1700 человек и 1000 животных. Вулканические озера до сих пор остаются одним из самых страшных напоминаний о том, что природа хранит внутри себя смертоносные секреты. В Венесуэле, у устья реки Кататумба, можно наблюдать поистине уникальное явление. Здесь почти каждую ночь небо вспыхивает от сотен молний, и этот процесс может длиться до 10 часов подряд. Такое зрелище видно за сотни километров, и моряки когда-то использовали его как природный маяк. Ученые до сих пор спорят, почему именно здесь возникают эти бесконечные грозы. Одни говорят о сочетании ветров и влажности, другие о метании из болот. Но одно ясно точно. Кататумба молнии выглядят так, словно сама природа решила устроить собственное световое шоу, которое больше похоже на конец света, чем на красоту. В национальном парке Йосемити в США каждую весну происходит необычное явление, которое люди называют огненным водопадом.
На самом деле это обычный поток воды, но в определенные дни заходящее солнце освещает его так, что он начинает светиться ярко-оранжевым цветом. Издалека кажется, будто с утеса стекает настоящая река лавы. Несмотря на то, что явление полностью безопасное и природное, выглядит оно пугающе реалистично, словно сама гора загорелась и изливает пламя. Миллионы туристов приезжают увидеть этот редкий эффект, но для неподготовленного человека он выглядит как начало природного катаклизма. Одно из самых жутких явлений природы – это не огонь и не вода, а миллионы живых существ. Саранча, собравшаяся в огромные рои, способна полностью затмить солнце и покрыть небо живым облаком. Такие нашествия происходят в Африке и в Азии, и каждая из них приносит катастрофические последствия. Саранча за считанные часы уничтожает урожай на огромных территориях, оставляя людей без еды. Шум от ее крыльев напоминает рев ветра, а вид миллиарда насекомых, летящих в едином потоке, поистине ужасающий. Недаром в древности такие нашествия считались библейской карой, ведь противостоять им практически невозможно. Природа полна загадок и опасностей. Одни из них поражают своей красотой, другие способны лишить жизни в одно мгновение. Человек может строить города и покорять горы, но рядом с такой силой он остается уязвимым. Именно поэтому мы никогда не должны забывать: природа не прощает легкомыслия. Подпишись на канал и поставь лайк, чтобы не пропустить новые интересности. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.